Вот когда вы готовили, вам важен был первоисточник? Безусловно. Потому что я считаю, что Джон Неймайер поставил балет наиболее приближенный к роману. В опере мы видим все же, да, какие-то отхождения от сюжета, и в том числе возвращение Альфреда Да, к в опере Виолетте. большие расхождения. Да, и это, на мой взгляд, очень-очень сильно меняет вообще происходящее. Его возвращение и их как бы счастливый, но несчастный. Невозможный финал. И вот это вот одиночество, это несчастье этой бедной Маргариты, которая увядает, как цветок одна, она никому не нужна. Она брошена всеми и никому не нужна в этот момент. Для меня это настолько важно, для меня настолько важно перерождение личности. И то, что эта девушка, прожившая жизнь грешницы, все же умерла христианкой, покаявшись перед смертью, многого лишившись, многое отдав, пожертвовав, ради своей любви, той единственной любви, которую она в жизни испытала, с которой началась ее жизнь и закончилась. Первую встречу вот с персонажем, вот с образом Травиаты, вообще с оперой Травиаты. Я узнала это еще раньше, чем Альбина. Я думаю, что я вообще в театре присутствовала с 8-месячного возраста. Мои родители были артисты балета, и начиная уже с каких-то годиков, когда уже можно было что-то понимать, я, привязанная кушаком от балетного халата, сидела за кулисами и слушала все оперы. И Травиата, и «Онегин» — это были две моих самые любимые оперы. И когда я стала взрослеть и уже стала заниматься балетом, моей мечтой было воплотить образы Виолетты или Маргариты и Татьяны из «Онегина». Но я была не певица, хотя петь очень хотела и любила, но я понимала, что я не могу петь, я учусь танцевать. А как же я буду танцевать эти образы? И оказалось, что вот Джон Кранко и Джон Неймайер раньше меня догадались, как можно прекрасно это передать в балете. И, конечно, это подарок. Пожалуйста, еще вопросы. Альбина и Евгения, у меня вопрос к вам. Все. Вы исполняете роль девушки легкого поведения, по сути. Скажите, пожалуйста, вот в вашем пении, в ваших танцах как-то отражается ее характер, или вы ее изображаете исключительно лирической героиней? Маргарита, безусловно, куртизанка. И скрывать это как бы глупо и не нужно, потому что в этом очень большая составляющая всего сюжета. Она человек, она женщина, в которой присутствует свет. Это отличает ее от многих других окружающих женщин, таких же куртизанок. Они не менее прекрасны и красивы. Но почему-то именно Маргарита пленит сердца мужчины, в том числе Армана, настолько, что отчаявшийся, убитый горем молодой человек раскапывает могилу и достает тело своей возлюбленной, чтобы убедиться в том, что она умерла. Он не верит. Все в нем сопротивляется этой правде. Это настолько сильно, это настолько важно, что тут уже стирается все. Куртизанка она, не куртизанка, какую жизнь она прожила, осуждаете вы ее или оправдываете. Здесь сила любви и перерождение личности. Поэтому я не скрываю ее профессии. Она идет лейтмотивом по всему спектаклю, но, безусловно, самое главное – это другое. Это в то, что она настоящая, и она умирает достойно. Только говорим уже о балете сегодня, о балете Джона Неймайера. Что тебе постановка Неймайера дала больше, актерски или технологически? Потому что это же все-таки немножечко другая хореография, нежели та классика, которую ты танцуешь обычно. Это тот образ, о котором я, честно говоря, не мечтала. Посмотрите на меня, я не очень Маргарита Готье. Да, Кто тебе сказал? Наоборот, по описаниям, кроме того, что глаза серые, а не черные, он впервые ее увидев... Тебе дальше меньше лет, чем ей было. Александр Дюма писал, что у нее была абсолютно фарфоровая кожа, и была она похожа на статуэтку из саксонского фарфора. Спасибо за комплимент, и мне очень приятно. Но все же я считала, что я не могу рассчитывать на свою схожесть с героиней, и поэтому я пыталась понять ее внутренне и, насколько это возможно, передать все, что я чувствую и думаю. И мне очень нравилось, что Джон, когда работал со мной, он вообще очень интересный постановщик, он действительно лично относится к каждой балерине особенно, и он подчеркивает и достает, и очень бережно относится к индивидуальности каждой балерины. И что касалось меня, он говорил: знаешь,
ты мне нравишься, такая, какая ты есть. Мне все равно, высокая ты или маленькая, беленькая ты или темненькая, ты Маргарита. Я увидел в тебе Маргариту. Это для меня было самое ценное. Это заставляло меня идти вперед и вообще не обращать внимания ни на что. Кто бы что ни говорил, если находятся такие люди, а они всегда находятся. Я шла, я была уверена, что я делаю правильно.